Думаю, что вам будет интересно узнать, что в последнее время участились интересные случаи, когда клиентки, которые обращаются ко мне за консультацией карт Таро, жалуются, что мужчина в переписке, кажется, использует чат-бот. Ну, то есть искусственный интеллект для того, чтобы впечатлить собеседницу в беседе и добиться желаемого результата. И в самом деле в прошлом году в Твиттере мелькал сюжет о том, что некий технически подкованный молодой человек умудрился общаться на сайте знакомств сразу там, с сотней девушек через чат-бота, который обрабатывал все сообщения и выдавал наиболее предпочтительный результат. И такие случаи в последнее время перестали быть редкостью, перешли в разряд вполне допустимого развития событий у любой девушки в переписке. Сегодня мы с вами поговорим о тех картах Таро, которые с большей долей вероятности помогут определить такого жулика. Мы рассмотрим с вами как старшие, так и обязательно младшие арканы Таро по этому вопросу. Разберемся, почему и как они показывают чат-бота. Ну что ж, добрый вечер, здравствуйте всем. Всем привет из солнечной Норвегии. И коротко для тех, кто первый раз на этом канале и не знаком со мной. Меня зовут Пан Роман, я интересуюсь картами Таро уже 25 лет. Из них 14 лет как практикующий таролог я работаю с людьми. Также по одному из образований я преподаватель-филолог, и, соответственно, я занялся преподаванием того, в чем хорошо разбираюсь и что люблю. Это карты Таро. На этом канале мы в открытых эфирах говорим о всем, что связано именно с этим, с картами Таро. Если вы впервые на канале, то ставьте лайк, подписывайтесь, и если вас что-то интересует или у вас есть своя точка зрения на тему видео, некий свой опыт, которым вы можете поделиться, пишите в комментариях, задавайте вопросы, я обязательно читаю каждый комментарий. Добро пожаловать на канал, и давайте начинать, собственно, нашу сегодняшнюю тему. Итак, как понять с помощью карт Таро, что вы общаетесь не столько с живым человеком, само собой он сидит по обратную сторону монитора, однако пользуется этим самым чат-ботом, который либо подсказывает ему самые удобные, самые интересные, самые правильные, скажем так, ответы, которые могут впечатлить любого человека, особенно если речь идет об общении доверительном, каком-то более интимном. И, конечно, мы с вами доверяем человеку, с которым начали общаться как-то более близко. Как же с помощью расклада мы можем вывести такого мошенника на чистую воду и понять, что он пользуется каким-то искусственным интеллектом для формирования вопросов? Ну, во-первых, давайте разберемся, что такое, в принципе, чат-бот. Может быть, не все знают, не все в курсе. Переполошились, что это такое, а как это, а где это. Скажем так, искусственный интеллект в виде чат-бота — это определенная алгоритмическая система, то есть, скажем так, не столько приложение, сколько довольно сложная система, которая занимается тем, что обрабатывает пользовательские запросы, анализируя огромные массивы текстовой информации и выявляя в них наиболее вероятные и распространенные паттерны. То есть у них, у этих разработчиков искусственного интеллекта есть статистические данные, что чаще всего в таких вот случаях получают такие ответы. Чаще всего после такого слова идет такое слово. Можно сказать, что это некий, скажем так, хранилище информации о том, как общаются люди на самые-самые-самые разные темы. Если задать тему для чат-бота, он будет с вами общаться так, как будто бы это наиболее вероятный вариант развития событий. То есть, если вы ему напишите, отвечай на вопросы так, будто бы ты вежливый, уважительный, галантный джентльмен, он будет с вами вести себя именно так. И в ответ на какие-то вопросы будет вести себя очень деликатно, аккуратно и обворожительно, даже если вы пропишете отдельные характеристики. Для этого надо, конечно, разбираться более или менее в этом деле, но таких умельцев, как я думаю, вы понимаете, в последнее время все больше и больше. В чем проблемы с этим самым чат-ботом? Ну, и в самом деле, ну, какая разница, как там вам человек пишет, если он выражает свои собственные мысли, почему бы ему не пользоваться там каким-то сервисом, который ему помогает эти мысли выражать?
Все бы неплохо, но люди увлекаются таким способом общения, таким формированием своих собственных выражений, да. И когда вы в реальной жизни сталкиваетесь с реальным человеком, то есть когда знакомство доходит до реального, живого физического общения, выясняется, что ваш собеседник весь такой галантный, элегантный, пишущий интересные тонкие стихи в переписке, в реальности не может связать двух слов и чё, а чё такого, да. Ну, в общем, я думаю, что вы поняли, о чем идет речь. Проблема в том, что даже если человек пользуется таким способом общения, общение часто переходит в определенную сферу, которая сильно бьет по эмоциям, наносит вред этим самым эмоциям. Почему? Потому что чат-бот не способен, в принципе, к реальному пониманию, каким-то интуитивным догадкам или настоящей эмпатии, которую может испытывать реальный живой человек. Его работа строится на статистическом прогнозировании и генерации наиболее вероятного ответа. Вот и все. Никаких эмоций, просто демонстрация этих эмоций. То есть можно сравнить это с тем, что человек предельно холодно, спокойно пишет: "Да, конечно, я очень рад. Ха-ха-ха". То есть если мы берем вот такого стилизованного робота из каких-нибудь старых фильмов, вот примерно таким, вот такой интонацией нужно читать ответы всего этого чат-бота. Но мы, конечно, внутри читаем абсолютно живым, эмоциональным и трогательным голосом. Проблема в том, что у чат-бота на осмысленном, ну, скажем так, нет осмысленного переживания того, о чем он говорит. Нет эмоций, нет этого самого личного опыта, который он может только имитировать. И, конечно, вот генерация таких ответов является обманом. В общем и целом, конечно, если мы говорим о старших арканах, да, мы с вами можем разделить старшие арканы, которые больше говорят о мыслях, о, скажем так, эмоциях человека. Во-первых, речь идет обязательно об обмане, когда мы с вами сталкиваемся с таким случаем. Обман чаще всего у нас идет по картам Луна. Там показано что-то скрытое, то, что человек не хочет показывать, выводить наружу, демонстрировать, как обстоят дела на самом деле. Ну и дьявол, да, как желание проманипулировать другим человеком и, скажем так, потакание своим низменным инстинктам, в том числе и желанию просто обмануть и воспользоваться, скажем так. Но это очень широкие карты, которые могут показывать обман и манипуляции во всех случаях, в принципе. У нас уже был с вами эфир по обману в картах Таро, как его выявить, как его определить. Поищите в плейлисте. У нас есть это видео, там я достаточно долго и подробно объясняю, какие карты могут указывать в целом на обман. А вот на такой определенный обман, да, детализированно нам могут указывать следующие карты Таро старших арканов. Сначала старшие арканы. И там уже речь скорее идет об определенного рода действиях, да. Как по образу действия мы можем понять, что человек использует чат-бот. Ну, то есть, если карта старшего аркана выпадает в действиях мужчины, вот те стандартные расклады типа вокзал для двоих, там, где есть мысли, чувства и действия, как по действиям, по самому тексту мы можем понять, что человек пользуется этими самыми чат-ботами, да? Ну, во-первых, если выпадает маг, это одна из классических карт, которая говорит о том, что человек умело пользуется всеми доступными возможностями. И если он пользуется там какой-то голосовой связью, если он пользуется, в принципе, какой-то печатью, да, он может рано или поздно прийти к пониманию того, что, ну, если есть удобный инструмент, с которым я могу разобраться от того, что я в достаточной мере умею работать с информацией, с информационными технологиями, с новинками, то почему бы не воспользоваться всеми теми возможностями, которые мне дает существующая реальность. Вот умею, могу, да, почему бы нет? Плюс маг — это достаточно
скажем так, целеустремленный человек, и крайне редко его может что-то остановить при достижении его собственного желания. Очень часто маг указывает на манипуляции, это одна из негативных сторон, ну и в принципе вся тема, да, того, что вас обманывают, приводит нас к пониманию того, что карты Таро скорее будут выпадать в негативных каких-то значениях. И в общем и целом, ну да, можно сказать, что маг очень часто показывает эгоистические побуждения вашего собеседника. Если маг выпадает в значении, а, какие у него действия, да, мы характеризуем это как эгоистичные. Это не единственное значение мага, само собой, есть масса положительных значений. Однако в данном случае маг может указывать на то, что человек пользуется всем, что у него есть, в том числе чат-ботом. Следующая карта, которая, может быть, будет для вас несколько странной, да, это Иерофант. Причем тут Иерофант, да? Дело в том, что, во-первых, и в основных, чат-бот — это умение использовать ту информацию, которая является среднестатистической, общей, да, то есть делается выборка по всем источникам данных, и потом собирается нормальная информация. То есть, грубо говоря, чат-бот дает вам наиболее нормализированный ответ, наиболее стандартный, тот ответ, который подходит всем, любой девушке, да, понравится тот ответ, который пишет чат-бот, если задать ему такие настройки. Поэтому чаще всего человек доверяет этому чат-боту как определенному авторитету, что, ну, он умнее меня, может лучше меня составить ответ такой, который гарантированно понравится собеседнице. Ну и, соответственно, ответы, которые выдает этот самый чат-бот, ну, они просто-напросто повторяемые, да, то есть он берет наиболее рабочий вариант и повторяет его в переписке. Именно поэтому Иерофант — это как бы образ некоего умного помощника, который лучше тебя умеет что-то делать и может тебе как бы посоветовать, как нужно ответить, да. То есть мы тут вместо доброго друга-советчика. Во многих фильмах этот сюжет расписан о том, как главному герою, да, кто-то помогает написать трогательное письмо, либо какую-то трогательную речь, хотя сам он этого сделать не может. Вот это и есть такой Иерофант. Плюс Иерофант — это стандартизация, это традиции, которые хороши для всех, это ответ, который подойдет подавляющему количеству читателей этой самой переписки. Вот как-то так. Следующая карта старших арканов — это колесница. Колесница — это инструмент в прямом и в переносном смысле слова, да. Это то, что человек создал не сам, но то, чем он может пользоваться. В общем и целом, колесница может указывать и на компьютер, и на интернет, и на то, что человек сам сделать не может, но может взять у кого-то и использовать это в своих целях. Есть масса э, мифов, да, где главное действующее лицо, главный действующий герой крадет чью-то колесницу и куда-то на ней едет, да, то есть вот тот самый архетип использования уже готового варианта, не заморачиваясь, просто сел и поехал. Это в самом деле использование удобного инструмента в своих целях и определенного рода извлечение максимума полезного результата из того, что вы даже не до конца понимаете, как работает. Как работает этот чат-бот? Ну, ходят слухи, что даже создатели этих чат-ботов не до конца понимают, как он там формирует эти ответы. Тем не менее, пользоваться этим могут все, кто угодно. Так что да, колесница часто говорит о том, что человек сел в удобный инструмент и едет на нем туда, куда ему хочется. Не своими собственными ногами идет, а едет в чем-то, чем-то пользуется. Вот такие дела. Мария спрашивает, разве не обман немного приукрасить свою речь? Ну,
есть преувеличение, а есть обман, да. Если вы действуете самостоятельно, если вы приукрашиваете свою речь своей собственной головой, своим собственным умением, то тут никакого обмана нет. Если же вы используете, скажем так, для этого то, что создали другие люди, да, берете какие-то шаблоны, заготовки, заготовленные заранее ответы, какие-то трафареты, так скажем, это и есть вот эта самая колесница, есть тот самый стандартный традиционный ответ по Иерофанту. А маг этим всем может умело пользоваться. Почему люди часто пользуются вот такими способами, да, у нас указывает карта «Отшельник». Отшельник это скорее ощущение, которым может пользоваться человек, вернее, может испытывать человек, который пользуется чат-ботом. Вернее, скажем так, это причина, по которой он это делает. Карта «Отшельник» очень часто указывает на эмоциональные ограничения самого человека, что он чувствует себя неспособным к эмпатии, а, он не понимает чувства другого человека, не улавливает взаимосвязи между тем, а, что он пишет и какая приходит в ответ реакция. Это человек, который замкнут на субъективности, закрыт в своей скорлупе. И временами, да, в тяжелом негативе эта карта может указывать на человека, который является в какой-то мере социофобом, да, то есть не умеет толком общаться с другими людьми, опирается только на информацию, только на слова. Интонацию он считать не может, и тем более у него большие проблемы в текстовой переписке, потому что в текстовой переписке еще сложнее распознать эмоцию. Именно поэтому смайлики сейчас пользуются такой бешеной популярностью, да, потому что они добавляют какую-то эмоцию в сложную, сухую текстовую переписку. Не все умеют эмоции выражать словами, смайликом это гораздо проще, да, улыбочка, улыбочка, и все, да, там плачет смайлик, плачет, и все. Именно по этой причине человек может брать удобный инструмент, тот самый чат-бот, и пытаться выразить, мало того, что выразить свои эмоции с помощью этого чат-бота. Ну, например, напиши ей, что я очень рад, но напиши красиво. И чат-бот выдает там 3 предложения, таких цветастых, таких оборотных, очень красивых, да. С другой стороны, отшельник, за счет того, что он глубоко погружается в какие-то моменты, он начинает видеть прагматичность этого способа общения. Ну, если это удобней и быстрее, если написать пару слов чат-боту, да, там буквально там полпредложения, а он тебе делает сразу же за несколько секунд 5 хороших а, предложений с депричастными оборотами, с аллегориями, с метафорами поэтических. Это гораздо быстрее, это удобнее, это проще, это прагматичнее. Поэтому отшельник, как прагматичный человек, не обращая внимания на то, что кто-то может обидеться, даже не понимая, почему другой человек обижается, пользуется тем, что для него лично глубоко удобно. Скажем так. Еще одна карта — это колесо фортуны, которое очень часто указывает именно на прагматичность. Одно из основных значений колеса фортуны — это умение сопоставить причинно-следственные связи с тем, как они работают. Ну, то есть, ты что-то сделал, у тебя что-то получилось хорошо. Ты написал слово, да, и получил результат. Если ты понимаешь, что некие слова получают более качественный, более гарантированный результат, то если ты берешь чат-бот, ты как бы осуществляешь свое желание по достижению наиболее гарантированного результата. Это машинка, грубо говоря, да, вот этот механизм, который выдает именно, ну, скажем так, самый хороший ответ, сугубо механистически, прагматично. Как знаете, есть игроки в покер,
которые хорошо знают, как просчитывать все это дело, и самое главное, не допускать лишних эмоций. Точно так же и чат-боту можно задать характеристики, да, просто с целью достижения результата, не обращая внимания на то, что человек там тебе в ответ сыпет эмоциями, ты ему просто там, ну, напиши ей, что ты рад. Да? И он пишет: я так рад, что ты мне написала, я так скучал, я так ждал. Так спокойнее, проще сохранить, скажем так, образ мысли, направление своего действия и достичь своей цели. Да, это сухая и очень прагматичная карта, она как бы механистичная, но она об этом и говорит, что если ты понял, как это работает, то как бы эмоция тут абсолютно ни при чем. Как вы заметили, да, все карты носят такой, ну, не то чтобы безэмоциональный оттенок, это скорее воздушно-земной такой характер действия, да, где информация используется максимально прагматично. Именно поэтому все это общение через чат-бот уходит в какую-то прагматичную сторону вместо романтичной. Вместо того, чтобы развивать истинные эмоции, человек сухо делит в остаток то, что он хочет получить. Это не романтика, это, скажем так, уход от этой романтики в абсолютно противоположную сторону. Есть, однако, и позитивные стороны в том плане, что некоторые люди, конечно, хотят просто-напросто облегчить себе и партнеру понимание друг друга. Ну, то есть, если человек такой, знаете, айтишник совсем, понимает, что он не очень хорошо разбирается в эмоциях, и ему проще сухо, алгоритмически изложить задачу чат-боту, и пусть чат-бот, скажем так, доведет дело до логичного развития, а там дальше можно будет и признаться, но если ты максимально результативно донес до человека информацию, ты получаешь как бы хороший результат. По карте звезда идет в общем и целом обработка информации с целью помочь другому человеку. То есть, если ты понимаешь, что ты некоторым образом косноязычен, либо плохо там попадаешь по клавишам, и это может и испортить абсолютно искреннее общение, да, ну то есть чувствуешь ты, что не способен передать всю гамму эмоций, абсолютно искренне заинтересован в человеке и просто хочешь выглядеть в переписке более аккуратно, лучше, либо просто ты, ну, не очень грамотно пишешь и понимаешь, что у тебя там как-то вот с русским языком не очень. Часто так бывает, что человек, плохо понимающий язык, либо хорошо понимающий, но плохо пишущий, да, просто использует чат-бот для того, чтобы как-то переводить. Просто это ощущается. Если вы много общаетесь с людьми в текстовой переписке, чат-бота сейчас еще пока можно распознать интуитивно, потому что как-то, ну, нормальный живой человек так гладко не пишет. Ну, разве что только он там какой-нибудь, я не знаю, филолог, да, или опытный писатель, там, или еще что-нибудь такое. И то они часто ленятся это делать и просто пишут: а, да, ок, мне норм, да, что-нибудь такое. Хотя и чат-боту тоже можно задать такие характеристики, что он будет вам выдавать такую вот как бы якобы живую манеру общения. То есть не всегда это попытка обмануть. Вот, допустим, по карте звезда это абсолютно искреннее выражение своих эмоций, просто, ну, вот таким необычным, инновационным способом. Звезда очень часто говорит о стремлении в будущее, о какой-то надежде на то, что, ну, может, я научусь как-нибудь потом, да. То есть, в принципе, эта карта скорее говорит о надежде, нежели о попытке обмануть. Тем не менее, это та же самая работа с информацией, да, и большая часть уходит мимо, но тем не менее, это больше выглядит не на попытку обмана, а на попытку донести максимум информации так, как ты умеешь. Ну, если ты так умеешь только, ну что ж поделать. Вот такие дела пироги. А, Вот в чатике пишут, что попадался рекламный ролик о каком-то приложухе, где можно написать сообщение, а оно обрабатывает, убирает орфографические ошибки, перестраивает более удачно фразы и т.д.
Да-да-да, вот именно об этом я и говорю, что на самом деле чат-бот это всего-навсего инструмент. И вот этим инструментом можно пользоваться абсолютно в самых разных целях. Как в благих, так и, соответственно, в очень эгоистических целях. Именно поэтому я бы рекомендовал разделить вот на то, что человек хочет просто получить результат. Это, конечно, не очень хорошо, если это так сухо, скупо. Но тем не менее, это хотя бы понятно. Если человек хочет улучшить, да, чтобы абсолютно искренне хочет получить успех, да, гарантию успеха этой переписки. Ну и совсем другой вопрос, когда он обманывает, скрывает и манипулирует. Да. Если он сразу честно скажет, знаешь, я пользуюсь вот таким приложением, да, просто чтобы не писать совсем там криво, коряво, да. Но если вы чувствуете, что что-то там не то, просто спросите. Просто спросите. Если человек честно, он вам скажет, ну да, я тут чуть-чуть пользуюсь, как бы. Стыдно, но что поделать. Вот. Так. Вот Анна тоже пишет. А если человек зарабатывает созданием таких ботов, он этим живет по мере своей профессии, везде этим пользуется. Ну вот, собственно, да, если у тебя в руках есть молоток, то все вокруг становится похожим на гвоздь, да? Поэтому как-то так. Пан Роман, только звезда из этих карт про благие намерения? Ну, скажем так, нет. Вот если Луна и Дьявол выпадают, да, то, скорее всего, это действительно попытка что-то скрыть там из страха, да, или из желания проманипулировать. Дьявол очень часто. Но маг очень часто говорит просто о возможности пользоваться. Ну, вот я умею, могу, почему бы не пользоваться? Так, ну, если мне хочется, то как бы норм. Это такой маг. Он слегка эгоист, но есть и положительные эгоисты, которые сначала себя делают счастливыми, а потом как бы этим счастьем делятся со всеми другими. Иерофант — это просто желание найти как бы, ну, стандартный ответ, если ты боишься показаться каким-то нестандартным, да. Это попытка показаться нормальным, желание нормально разговаривать с человеком, так скажем. Очень часто это просто боязнь показать свои отличия. Я бы рекомендовал... Это скорее глупое поведение, так скажем. Колесница, ну, это просто если человек любит пользоваться такими приложениями, любит пользоваться таким способом, берет что-то готовое и использует просто потому, что ему так удобнее, ему так кажется веселее, да. Отшельник, ну, опять же, это может быть просто интроверт. Да, ну вот, а чё, я не умею, что. Вот колесо фортуны очень часто говорит просто о сухости, о механистичности, ну не то чтобы о бездушии, но о желании просто получить результат. Вот там меньше всего как бы такой романтики. Вот как-то так. Если говорить о старших арканах, примерно так. Если говорить о младших арканах, и там в самом деле есть разница. Разница в старших и младших арканах. Ну, допустим, мы много об этом говорим на моем курсе, который называется «Грамматика Таро», и я спешу с вами поделиться, что в начале мая, да, я буду набирать новый поток, такой весенний-летний, да. Скорее это будет, скорее всего, в начале мая. Если вам интересно, что это за курс «Грамматика Таро», в описании к этому видео, да, есть ссылочка на предыдущий, на зимний поток. Там есть вся информация, что, как, с примерами из лекций. Коротко скажу, что это курс, который направлен на то, чтобы показать, как работать с картами Таро в реальных раскладах. Мы разбираем порядка 60 до 70 раскладов. Успеваем разобрать за 26 лекций. Мы проходим все старшие арканы, младшие. Смотрим, как работает это в самых разных, в самых реальных ситуациях по работе, по личной жизни и по очень необычным вопросам, с которыми ко мне об- обращались. В общем и целом, я делюсь своим опытом и показываю, как это работает в реале. Ну и продолжим нашу с вами тему.
по младшим арканам, надо сказать, что если речь идет о искусственном интеллекте, то, скорее всего, это тема мечевая, воздушная, информационная. И есть несколько карт, которые наиболее четко покажут вам использование каких-то информационных технологий, новинок, либо инструментов. В общем и целом, карта туз мечей чаще всего указывает на использование логики. Логика — это как раз та база, на которой держится весь искусственный интеллект. Даже об эмоциях искусственный интеллект рассуждает с точки зрения логичного понимания этих самых эмоций. Это абсолютно бессмысленное занятие, и именно поэтому я все-таки не рекомендую использовать чат-боты для какого-то эмоционального, эмпатичного и интимного общения. Просто потому, что получается очень сухо и как-то, ну, все-таки фальшиво, да. Это мало того, что не романтично, это еще и не поэтично. А романтика требует некого полета души. Меч — это долг, это то, что нужно. Это понимание того, что нужно написать так, чтобы человек тебя понял. Это может быть результативно, это может быть использование логики, само собой. В любом разговоре нужна логика, нужно уметь находить нужные, правильные слова. Важно, чтобы это не было в ущерб другим способам нахождения общего языка. То есть нужна еще и интонация, нужен еще и правильный подбор слова и понимание того, как человек может прореагировать на твои слова. Как вот этот отдельный, конкретно взятый человек, о котором ты знаешь больше, чем любой чат-бот по умолчанию, да. В общем и целом, туз мечей может говорить о том, что логики тут слишком много. Что-то человек уперся в логику совсем, либо он бездушный, какой-то безэмоциональный, неэмпатичный, либо он просто-напросто использует что-то цифровое совсем, да, как инструмент, как оружие в достижении своей цели. В общем, вся масть мечей может в принципе намекать. Но вот, допустим, шестерка мечей, она напрямую говорит, что что-то используется, некая логичная мечевая, да, система, некая помощь оказывается человеку для замещения его собственных слабых способностей, там, речевых, коммуникационных, в процессе общения. Ну, то есть кто-то за человека что-то делает. Раньше я бы сказал, что кто-то, наверное, за него пишет, кто-то ему помогает, да. Собственно, если вы помните, в Колесницево часто речь об этом идет, что кто-то вместо тебя как бы бежит по земле, вот эти колеса, да. Вот ровно так же кто-то за тебя эту лодку толкает. Это чужая лодка, это чужой опыт, чужой шест. Ты только сидишь и как бы ничего не делаешь от того, что ты не умеешь, не знаешь. Вот шестерка мечей часто может показывать на непосредственную прямую помощь. Просто за тебя кто-то взял, сделал. Все шестерки говорят о помощи одной стороны по отношению к другой, да. И часто шестерка мечей может указывать, что ваш собеседник хочет вам в чем-то помочь, да? Но если речь идет о конкретном вопросе, использует ли собеседник чат-бота, искусственный интеллект в общении с вами для формирования своих ответов, да, этот чат-бот его перевозит в нужную правильную сторону, сам он ничего не делает, сидит и ждет, когда чат-бот за него с девушкой о чем-то там договорится. Семерка мечей очень часто указывает на нечестные способы общения. Тут скорее не столько о чат-боте, сколько о том, что использование этого самого искусственного интеллекта в общении, по сути, опять же, есть, скажем так, ну, где-то обман, где-то хитрость, где-то ловкость такая, либо просто чрезмерное усложнение этого самого обмена информацией. Это всегда не столько вариант сломанного телефона и испорченного телефона, сколько вариант телефона, который пытается улучшить твои слова, твои мысли.
обязательно какая-то часть смысла не сможет быть передана именно так, как ты хочешь. Только сам человек может выразить все свои эмоции. Если он перепоручает этот процесс кому-то, он в принципе обманывает мало того, что собеседника, так еще и себя. И, скорее всего, даже если это благие намерения, как одно из положительных значений семерки мечей, это благие намерения. Да? Вор крадет оружие, потому что он хочет избежать кровопролития, а не потому, что он хочет обогатиться за счет продажи этого оружия. Нет, он хочет избежать войны, именно поэтому он как бы крадет оружие. Вы хотите избежать недопонимания, да, именно поэтому используете там некий чат-бот. Но это все равно обман. Да, и если у вас обостренное чувство там, правды, справедливости некой, то все равно это будет восприниматься как такая нехорошая ловкость, хитрость. Ну и соответственным образом, по характеристикам именно пажи и рыцари мечей чаще всего могут указывать, что человек, ну, наверное, вот в определенной такой парадигме и действует. Он зависим от ситуации, он не может что-то сделать, поэтому он решает как бы использовать этот инструмент как определенного рода оружие, как орудие, скажем так, для достижения своей цели. Просто потому что, ну, вот он так умеет. Вот как умеет, так и делает, да, скажем так. Ну вот. А, к- Короли и королевы мечей, скорее всего, до этого уровня не опускаются. Они сами по себе, в принципе, могут обработать информацию так, как им нужно. Король и королева мечей информацией владеют гораздо круче, гораздо лучше, чем пажи и рыцари. Ну, рыцари чуть получше, они могут выбирать, они могут там какие-то свои слова вставлять. А вот паж мечей, он, скажем так, где-то в каком-то плане может быть слишком слабохарактерный. И еще одна карта из других мастей. Ну, сложно найти что-то в жезлах и в кубках. Почему? Потому что жезлы говорят скорее о умении в социум и так, да. Масть жезлов, вернее, да, масть жезлов, стихия огня говорит об умении вращаться в социуме, об умении общаться, об умении коммуницировать на социальном уровне. Там скорее, ну, максимум, что человек может использовать чат-бота по жезлам, если вдруг каким-то образом в его окружении это модно, это как бы популярно, это привычный инструмент общения. Но это настолько редко сейчас бывает, что пока об этом говорить рано. По кубкам же человек скорее и так умеет передать свою эмоцию, да, и так эмоционально действует, и как бы часто необходимость в этих улучшателях, в этих чат-ботах, в искусственном и интеллекте человек, может быть, даже и не задумывается. Может, ему нравится, наоборот, эмоциональное общение и самому формулировать эти свои мысли. По пентаклям чаще всего идут какие-то повторяемые варианты, традиционные, либо имеющие гарантированный результат. Но вот одна из карт, двойка, она говорит о том, что человек может замещать свой опыт, отсутствующий, допустим, либо какой-то негативный, либо недостаточный, чужим опытом общения. Он как бы перепоручает, он замещает себя кем-то другим, да, он как будто пользуется неким костюмом, он как бы одевает этот костюм там какого-нибудь там словоохотливого ловеласа, да, приспосабливаясь к манере общения собеседницы. Он как бы подстраивает свою манеру речи, манеру письма, вернее, если речь идет о переписке, как бы в живом общении, даже через какие-нибудь там видеосвязь. Все вполне может быть очевидно, что человек очевидно сам общается. Вот по двойке он может замещать себя как бы таким вот своим цифровым образом, который вполне там для себя может ощущаться, а что такого, ну я же как бы этим ботом пользовался, не чужой человек, это же всего-навсего бот. То есть, ну вот попытка поставить вместо себя такой вот как бы цифровой дубликат, да, скажем так, заместителя.
Ну и если говорить, опять же, о пентаклях, как о возможных картах, которые указывают характер человека, склонный к такому прагматичному использованию инструментов, то это, скорее всего, ну, либо паж, либо м, рыцарь пентаклей. Король и королева, скажем так, выше этого, им это все не надо, они и так могут без всяких помощников, да. Ну и еще раз, по жезлам и по кубкам там просто отсутствует необходимость. По кубкам человеку самому интересно, да, по жезлам живое социальное общение гораздо проще, нежели там какое-то цифровое. По жезлам я бы сказал, пажи и рыцари кубков это те, кто голосовые сообщения оставляют просто потому, что, ну, это что, это быстро, раз, мне там некогда что-то сидеть, писать, да, вот. Так что вот примерно такие младшие арканы у нас показывают возможность того, опять же, это не гарантированно, но это вполне вероятно, что ваш собеседник может пользоваться в переписках с вами, в переписке с вами может пользоваться искусственным интеллектом, чат-ботом по самым разным причинам. Как по сугубо положительным, да, так и вот и по нехорошим таким вариациям. Вот как-то так. Вот такие дела, такие пироги. Если у вас есть свой опыт в таких в раскладах, либо свое видение, что у вас какие-то другие карты выпадали вот на такого типа общения, то пишите в комментарии, не стесняйтесь. Буду рад это прочитать и добавить к своему опыту, если в самом деле там есть какая-то логика. Опять же, все знать невозможно, и чем дольше я работаю с картами Таро, тем больше и больше, тем чаще и чаще я убеждаюсь в том, что опыт этот абсолютно бесконечен, и накапливать его можно на протяжении всей своей карьеры таролога, на протяжении всей своей жизни. Так что, если у вас есть какие-то интересные предположения, мне будет интересно о них почитать. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, не стесняйтесь. Так, ну и вопросики по чату, вопросики в чате задавайте, не стесняйтесь. Например, вот Анна спрашивает, насколько просто прочитать расклад от специалиста, который всем этим пользуется всегда? Не очень понял я ваш вопрос. Не очень. Переформулируйте, пожалуйста, Анна, чтобы было чуть-чуть понятней. Добрый вечер из Кургана. Спасибо всем за интересные эфиры. Добрый вечер, здравствуйте. Мгм. Суть в том, что наличие этих карт в раскладе на такой вопрос положительный ответ, только мотивация разная. Ну, как бы да, 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 да. Да, есть такое. Мотивация может быть разная, но мы с вами говорим о, скажем так, о попытке понять это, да, о попытке хотя бы какой-то вариант проработать. А как большинство ваших коллег отдают расшифровки раскладов, аудио или текст? Ну, скажем так, как кому удобнее, как кому нравится. Я сталкивался, ну, удобнее, конечно, аудио, да, потому что наговорить можно гораздо быстрее. Но я не пользуюсь таким способом никогда. Обычно я включаю видеосвязь, да, то есть это прямой видеозвонок, где мы с человеком тут же, сразу же в живом общении делаем расклад, обсуждаем. В общем, это классическая консультация Таро, классическое гадание, так можно сказать. Просто оно вот происходит в, скажем так, в прямом эфире, да, то есть in real life. Разве что человек там сидит от меня там в 3-5 тысячах километров. Пожалуйста, может быть так, вполне. Звезда еще может быть как отсылка к удаленному формату, пишет Мария. Ну, может быть, как вариант, Таро может быть. Так, какие у вас еще вопросики интересные есть?
Все идет в ход. Ну да, ну да. Сейчас люди пользуются всем, чем только можно. Я думал, будет эфир о нечестных тарологах. Ну почему? Может, эта тема интересная. Жулики есть везде. Как их распознать? Ну, я могу распознать с помощью карт Таро, да, но я не обращался к тарологам, да, в последние лет, не знаю, лет 10, наверное, да. Так что у меня нет большого опыта в распознавании именно жулика-таролога, скажем так. Такие дела, пироги. Так, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Все лайк поставили или кто-то забыл? Какие, может быть, темы вам будут интересны для следующих эфиров? Вносите предложения тоже, опять же, пожалуйста. Так, так. Мгм, мгм. Так, что у нас там в этих самых? Мгм. Так, есть. Хорошо, хорошо. Так, чатик. Хорошо, давайте тогда, если нет особо вопросов, будем заканчивать. В конце концов, пятница, все отдыхают, да. Увидимся с вами на следующей неделе. Буду рад вас видеть и приготовлю для вас там какую-нибудь интересную тему, а, м, похожую на эту. Если эта тема вам заходит, ставьте лайк обязательно, чтобы я понимал, что вам интересно.